Здравствуйте, с вами Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово», программа, в которой мы долго и интересно разговариваем с интересными гостями. Сегодня такой гость у нас тоже есть. Перед тем, как я его назову, я скажу все то, что говорю всегда в начале каждой передачи, а именно подписывайтесь на наш канал «Популярная политика», ставьте лайк этому эфиру для того, чтобы как можно больше людей могли его видеть. И да, задавайте, конечно, вопросы в комментариях. Конечно, у нас будет, скорее всего, интенсивный такой эфир, и я вряд ли до этих комментариев доберусь, но если там будет какой-то интересный вопрос, наверняка мне передадут, и я его с удовольствием в эфире верну. Вот то, что хотел вам сказать, самое главное, относящееся к нашему эфиру. А теперь время представить гостя. Что долго тянуть? С нами сегодня Федор Крашенинников, политический обозреватель. Дебютирует наша передача. Федор, здрасте. Здравствуй, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие зрители. Давно не виделись со слушателями популярной политики, но всегда с удовольствием. Федор иронизирует, потому что сколько, 25 часов Да. прошло после последнего его явления к нам, но тогда это был стрим, а сейчас да, такое полномасштабное интервью, и это хорошо, потому что в том эфире, где мы с тобой вдвоем были, не успели осветить некоторые вопросы, а хотелось про них поговорить. Вот, и поэтому те вопросы, которые не прозвучали вчера, и вот с такого вопроса начну, мне очень хотелось у тебя спросить, на прошлой, получается, неделе главная такая внутриполитическая тема в России была ЛДПР. То есть Жириновский наконец-то официально умер. Вот, до этого было непонятно, в каком он статусе существует. Ну и стало ясно, что Жириновского похоронили. И вопрос, конечно, встает ребром, кто должен ЛДПР возглавить. Перво-наперво называют Леонида Слуцкого. Вот. Как ты относишься к этой кандидатуре? И как ты думаешь, кто в итоге все-таки одну из крупнейших российских партий системной оппозиции возглавит? Ну, я думаю, что Слуцкий возглавит, потому что по путинской аппаратной логике, конечно, возглавить ЛДПР должен тот человек, кто административно является вот следующим в путинской иерархии. А это, конечно, Слуцкий, как я, в общем, неоднократно писал и говорил на эту тему последней недели, что, в общем, Слуцкий, судя по всему, был человеком, которого внедрили в довольно анархическую, так сказать, и антисистемную партию Жириновского очень давно. И он, судя по всему, там как раз и был такой смотрящий от всяких разных административных органов и, в общем, неплохо там продвинулся. При всем при этом, что Слуцкий абсолютно не харизматичный, абсолютно не похожий на Жириновского, то есть это какая-то жалкая пародия. Но если мы посмотрим на всех тех, кого при Путине выдвигают, то они все примерно одинаковые. Начиная от патриарха Кирилла, который, в общем, такой же духовный вождь, как и, в общем, примерно Слуцкий лидер ЛДПР. Но это не имеет никакого значения. Путин и сам довольно тусклый, серый, нехаризматичный человек. Он из тех, кто считает, что не человек красит место, а место красит человека. Это большая ошибка, потому что Владимир Вольфович, при всем, так сказать, отвращении к его деятельности, он, в общем, был человеком довольно все-таки талантливым и харизматичным, в отличие от какого-нибудь Сергея Миронова, который сейчас пытается там обезьянничать и занимать его место, или мой любимый, повторюсь, персонаж господин Журавлев, да, из партии Родина, который тоже пытается всех фраппировать своими заявлениями какими-то и прочими, но его партия как получала 0 на выборах, так и получает. Почему? Потому что у Жириновского, кроме вот этого говорения глупостей и каких-то прочих очевидных выходках, была еще кое-что. Например, очень долгая история существования. Мы когда будем говорить с тобой о французских выборах, мы к этой теме еще вернемся. То есть проблема в том, что заменить Жириновского унылым аппаратчиком Слуцким можно, но это по сути крах партии. То есть это значит, что ЛДПР просто перестанет существовать, потому что с точки зрения выборов избирателям, которые традиционно голосовали за Жириновского, Слуцкий ничуть не более интересен, чем Журавлев какой-нибудь или еще кто-то, вот просто какой-то случайно появившийся персонаж. Впрочем, учитывая, что выборы у нас теперь будут все электронные, какая это разница? Нарисуют сколько надо, судя по всему. Ты вывел, да, на то, что и я хотел сказать, что в Слуцкого я могу поверить как лидера партии, но действительно это же какой-то абсолютный крах партии, а Кремль сейчас не заинтересован в том, что, кроме «Единой России» были еще там какие-то вот эти системные либералы, которые бы ей подыгрывали, или, как ты сказал, да, они им подрисуют, и они все равно будут. Не должно быть их вообще, или их все-таки будут какими-то административным способом все равно продавливать Думу, хоть там безликие будут люди, типа Слуцкого, Табуретки или кого-то еще. Ну, давай начнем с того, что системных либералов сейчас изображают так называемые новые люди, их неплохо поддувают. Жириновский изображал либерала последний раз еще в начале 90-х и в конце 80-х.
а потом они даже партию свою переименовали, чтобы она никак не расшифровывалась, потому что он последние лет там 30 играл на, так сказать, фланге правого популизма. И там сейчас целая давка. Во-первых, в этот сектор полностью сместилась Единая Россия, которая начинала как правоцентристская партия, а сейчас превратилась в праворадикальную. Да. Там же топчется и примерно Миронов с Прилепиным, там же топчется и КПРФ со своим вот этим вот всем традиционным народным патриотизмом, там же топчется и Журавлев, и черти кто еще. Поэтому, откровенно сказать, при таком раскладе не сильно это ЛДПР без Жириновской и нужна. Просто от Жириновской не так просто было отделаться. Я думаю, будь у Путина какое-то желание устраивать скандал, а он этого не любил, он бы, очевидно, от Жириновской раньше отделался. Ну, а зачем ломать то, что работает? Поэтому Жириновский помер, и сейчас просто тихонечко его партия угробится. А желающих занимать вот это вот место, их и так достаточно. Я думаю, что их голоса, если там даже будут хоть какие-то выборы, они просто развалятся между КПРФ и там новыми людьми и Единой Россией, то же самое. И учитывая, какую партийную систему создает Путин в России, очевидно, мне кажется, что его очень сильно вдохновила увиденная в молодости система партийная в поздней ГДР, а где он, собственно, работал. Это очень важный, недооцененный момент и вообще его формирования как личности, о котором, кстати, мало говорят, что он не застал крах СССР, то есть он пустых прилавков в магазинах России не видел, потому что он в это время жил в ГДР, где такого бардака не было, да, с одной стороны. С другой стороны, видишь, что такое ГДР, начало, середины 80-х. Это государство, где со всесилием спецслужб, при этом это государство с такой мнимой многопартийностью, где существует несколько партий, и внешне все выглядит очень по-европейски. Да? Я думаю, он это примерно к этому и стремится. То есть будут какие-то несколько партий сидеть в парламенте и дальше, но они будут абсолютно тусклые, бессмысленные. И вот эти сказки про спящие институты, которые когда-то проснутся, надеюсь, нам никто их уже не будет рассказывать относительно вот этих вот партий. Вот на этом месте у меня в сценарии был написан спор с Федором, в смысле, я хотел с тобой спорить, говорить, а вот ты не Слуцкий, а вот ты кто-то другой, но мне тогда нужно называть кого-то другого, да, персонажа, кто вместо него там. Но из тех, кого я слышал, кого прочат, помимо Слуцкого, наверное, только какие-то там совершенно фантастические личности, типа Владимира Соловьева, он сегодня опроверг, что может возглавить партию, а из самой ЛДПР никого. И мы с тобой, как люди, которые давно следят за ЛДПР, можем там вспомнить каких-то харизматиков ЛДПР, это там депутат Митрофанов, 100 лет его уже нету, Абельцев, который там был, Малышкин, вот, из таких, да. И последний был Игорь Лебедев. И вот мы всех там с тобой можем там вспомнить, всех безумцев, там, заканчивая, ну, таких патентованных, да, таких мальчиков или парней Жириновского. Последний, наверное, там, не знаю, Дегтярев или Игорь Лебедев. Нилов. Последний был Да, Ярослав Нилов, соглашусь. Да, но все они либо аккуратно... Да, и просто казалось, что вот еще немного, ну, если там не Жириновский, значит будет Митрофанов, если не Жириновский, значит будет Абельцев, но все они аккуратно так отпиханы. Это было сделано там самим Вольфовичем или Владимиром, или это было по наводке с Кремля, или это совпадение, что все такие заметные ЛДПРовцы, они аккуратно так ушли куда-то за бордюрчик. Ну, я помню тоже, и сам, как я уже признавался, в молодости был такой грех, был студентом и состоял в этой организации, хотя в тот момент она еще была скорее такая довольно прикольная, так сказать, занимательная организация, особенно там были на местах чудаки смешные. Потом это все, конечно, исчезло. Там на местах просто оказались хмурые бандиты, которым жили продав франшизу. Но вообще это всегда была очень семейная фирма Жириновского. Там, вот, допустим, я когда помню, в конце 90-х, там работали у Жириновского очень много братьев и сестер, и они все там работали на разных должностях, то есть на всех ключевых постах сидели, значит, братья и сестры Владимира Вольфовича по фамилии, у них другие, фамилия тоже была Жириновская, другое отчество, Андреевича они все, и их какие-то там племянники его и так далее. Но при этом, конечно, был наследный принц, этот самый Игорь Лебедев, при том, что с женой его, матерью, Жириновский давно развелся на самом деле. Но этот Лебедев, его чинно Жириновский тянул в политику, а сам он был довольно нехаризматичен. То есть харизма у него как у такой, знаешь, мокрой половой тряпки, довольно неприятный. Персонаж был, очевидно, Жирик его тащил, он был главой фракции, что, в общем, довольно крупный пост. Но потом они с папашей разосрались, и можно даже понять Игоря этого самого, потому что когда папа начал тащить в лидеры партии своего вот этого дружочка Нилова, это уж прям совсем было омерзительно. Тут, наверное, надо иметь просто совсем уж какие-то бездонные запасы небрезгливости, чтобы спокойно это смотреть.
Поэтому он, как говорят, расплевался с папашей, уехал в Дубай, и, в общем, его отовсюду вычеркнули. И тут как раз, как на грех, Жириновский, собственно, скопытился и не оставил завещания. Я так понимаю, что душеприказчиком его стал вовсе не его семья, как бывает в семейной фирме, а администрация президента. Поэтому, конечно, если бы это все решалось внутри партии, если бы вообще существовала какая-то партия, то это был бы один человек. Если бы это решалось внутри семейной фирмы Жириновских, то это мог бы быть там какой-то другой человек, да, возглавить партию. Но так как решать будет администрация президента, я подозреваю, что это будет именно Слуцкий. И понятно, почему отбежал Соловьев, потому что он не такой дурак. Сидеть, трындеть, так сказать, перед микрофоном, это, извините, не заниматься партийной работой, вот это все орг-работы, это все довольно нудно. На самом деле Жири был довольно неплохой организатор, он умел вот этим всем заниматься, менеджировать это все. Зачем это нужно все Соловьеву? Поэтому, конечно, все это свалят на Слуцкого. Кстати, я тут читал довольно позорный панигирик Слуцкому, написанный небезызвестным Кононенко, как раз в читаемом мною канале Соловьева. То есть я подумал, боже мой, как низко пал Кононенко, что он вынужден буквально слагать какие-то восторженные песни о Слуцком, которые прям наидостойнейшие и наипрекраснейшие. Это очень жалкое зрелище, но я думаю, что Слуцкий с его ресурсом способен пролоббировать свое назначение. И ему это, конечно, в нынешней системе позволит подняться на одну ступенечку выше, ну вот в их вот этой вот иерархии. Но то, что, конечно, он абсолютно бессмыслен как лидер партии, об этом мы уже говорили, и это, в общем, не важно, кто будет после Жириновского, это можно забыть про эту партию. И, конечно, будут что-то рисовать, если захотят, но вот прямо потенциал какой-то у нее отсутствует, конечно. Редкий случай, когда я знаю чего-то больше, чем Федор, но касаемо, да, упомянутого того Паркера Кононенко, старого еще ЖЖшного блогера, он уже 4 года этим занимается, что он пишет платные посты о том, какой Леонид Эдуардович Слуцкий замечательный. Я просто Да-да-да. молодец, я просто, видишь, не читаю его так часто, мне просто попался именно этот пост. Понятно, что он заказной, но, очевидно, он давно Заказной, уже да. работает. Он особенно не скрывает, и еще несколько таких платных блогеров, которых там и разве что «Живой журнал» помнит, вот они пишут такие платные посты про Слуцкого, и вот да, то единственное, в чем Слуцкий, наверное, проявляется, чем он там, из-за чего мы думаем, что он из себя что-то представляет, что он действительно там распределяет деньги какие-то на собственный самый пиар, и за счет этого он как-то так продвигается, то есть он в этом заинтересован, а так, конечно, да, он пустое место, и вот да, это Слушай, пустое он место. в иерархии путинской политики, он на самом деле не М, пустое место. Как ты м, помнишь, он возглавляет там Международный комитет Да, Госдумы, и пока вот этих вот засранцев наших куда-то пускали, еще он там ездил в громыхаде, значит, железками в Европу, помню, позорить помню, да. Россию там. То есть в их иерархии на самом деле он, это нам кажется, что ничтожество такое же, как, а в их иерархии и он, и Миронов это какие-то большие люди, то есть вот в их мире это какие-то такие планеты, которые на дальних орбитах от Солнца Владимира Владимировича где-то вращаются и имеют какой-то вес. А Пусть скажи, и небольшой. раньше, там, последние, сколько там, 10, наверное, лет, со времен там Суркова, Володина и ныне там при Кириенко, считается, что лично управляет этим всем заместитель главы администрации президента, вот он там решает, кого поднять, кого там принизить, кого выгнать из партии, свои собственные, как Прохорова того же самого. Вот сейчас, когда в России все меняется, хочу об этом чуть позже поговорить, как меняются там управленческие какие-то, как меняются люди, которые принимают решения, вот сейчас Кириенко, он также принимает эти решения или тоже он отодвинут, как и многие другие, кто там был? Ну, мне Он сложно решает. судить, у меня нет Мгм. никакого инсайда, но по Да. ощущениям, конечно, силовики сейчас Мгм. получили гораздо больше власти, и я думаю, что этот вот самый Слуцкий какой-то все-таки человек к ним, к ним близкий, и в этом смысле на него тоже можно ставить, что называется, да, то есть я думаю, что рекомендации Кириенко по внутренней политике по-прежнему учитываются, но последнее слово остается за какими-то там силовиками. Мы, правда, не очень понимаем, какими до конца, кого там сейчас Путин слушает, но, скорее всего, есть какая-то вот внутренняя там силовая, так сказать, мафия, которая решает, кто более ГБшный персонаж. Вот кто более ГБшный, тот и молодец. Соответственно, если у кого-то там просвечивают погоны, то тот вот того давайте продвигать. То есть если выбирая между человеком без вот этого бэкграунда ГБшного и с таковым, конечно, всегда выиграет человек с ГБшным бэкграундом. Поэтому в этом смысле я думаю, что просто продолжая внутренней политикой заниматься Кириенко, просто все назначения и решения санкционируются какими-то вот силовиками. Они раньше, очевидно, санкционировались, но сейчас, возможно, их мнение стало решающим.
То есть, если, допустим, говорят нет, не тот, а этот, то, в общем, очевидно, просто исполняют, вот и все. Да, при этом, да, действительно мало инсайдов, и мы можем судить только там по новостям и по каким-то соцсетям, кто возвысился, кто там понизился. Но вот есть ощущение, что из Госдумы повысились, как да, принято было раньше говорить, выросли акции или укрепилась башня такого-то. Вот такое ощущение, что укрепились башни Володина и Сергея Миронова. Хотя вроде бы они какие-то не КГБшники, не аппаратчики. При этом Шойгу, то ли он пропадает куда-то, то ли как-то его принижают, то ли еще что-то. Ты можешь объяснить, это какое-то системное явление, или это случайность, или нам просто это все кажется, и у них все по-другому? Я думаю, нам многое очень кажется, потому что мы ничего не знаем о том, что происходит внутри российской власти, потому что она герметична. Мгм. Опять же, как большой любитель и знаток, не пусть этого слова, немецкой истории, я могу сказать, что, например, представление и западных союзников, и разведок, и, допустим, немецких обывателей о том, как выглядит структура власти в гитлеровском рейхе, она существенно отличалась от реальности, потому что люди видели тот фасад, который им показывал. Например, считалось до последнего, что преемником Гитлера по умолчанию будет Геринг. Ну, Мгм. собственно, он формально и был как бы преемником. Другое дело, что там к 1945 году он уже абсолютно растерял всякое влияние на Гитлера и самим Гитлером не рассматривался таковым. Но людям-то про это не сказали, они продолжали считать, что главный-то, вот, наверное, Геринг в случае чего. И там, допустим, никто не знал, что очень влиятельным человеком стал Борман. То есть о нем вообще мало кто знал. Это какой-то был, по ощущениям, партийный бюрократ какой-то. А потом выяснилось, что он там в последние годы или месяцы просто всем вертел фактически. Да? Никто не знал ни про какую Еву Браун. Это вообще была, так сказать, тайная история. Про то, что у него там какая-то была женщина, знал только ближний круг. Ну, к счастью, она не вмешивалась, ну, хотя бы Ого. хоть она не вмешивалась в это управление, но я просто говорю о том, что то, что мы сейчас знаем о том, как там выглядела структура власти, было совершенно не очевидно для тех, кто тогда находился, вот, наблюдал все это в реальном времени, не имел несчастья. Да? Поэтому я не провожу прямых параллелей, просто говорю к тому, что ту ситуацию мы знаем в деталях, потому что она была полностью вскрыта и разложена по полочкам. Да? То же самое, например, или взять сталинский СССР, что, например, когда помер Сталин, выяснилась интересная вещь, что ни в каких вообще документах не было прописано, чего делать в случае, если помер, так сказать, генеральный секретарь, первый секретарь. Потому что эта мысль вообще у них не существовала в природе. Как бы, да? То есть людям пришлось буквально оперативно, срочно перераспределять все полномочия, потому что у Сталина была должность Сталин. И как бы нигде не было прописано, чего делать, если вот этот вот человек, на котором сходятся все реальные нити управления, вдруг умер, например. А поэтому вот эта вот верхушка советская, ей пришлось срочно запереться там где-то, переделить власть, а потом удивленному советскому народу сообщить, что теперь будет коллегиальное правление. Вот, значит, там познакомьтесь, там Маленков, Берия, там Хрущев, а потом они еще все между собой, как мы помним, некоторое время тусовались, да, Мгм. до 64-го. То есть в этом смысле, что там вокруг Путина происходит, я надеюсь, что мы с тобой, когда-нибудь, еще будучи не совсем дряхлыми старцами, прочитаем в каких-нибудь увлекательных мемуарах исследований историки, где конкретно сейчас вот в эти дни физически находился Путин, кто к нему приходил, с кем он встречался, кто вообще у него сидел на ушах там накануне войны, какие люди, с какими людьми он обсуждал, кто такие те самые силовики, которые, вот, о которых я говорил в прошлом блоке. Это Николай Мгм. Платонович Патрушев, это Бортников, или это какие-то вообще неизвестные нам выскочки, которые именно сейчас Колокольцев. делают. Да, Ну, Колокольцев или кто-то еще Колокольцев, с ними, да. может быть, а может Колокольцев, а может представь себе, что сделали карьеру какие-то выскочки, какие-нибудь генералы ФСБ, допустим, которые вообще сейчас там к нему ходят с папочками, а мы даже фамилии их не знаем, например, да. Мгм. То же самое с армией, что очевидно, что Шойгу, ну, он не военный. Он, конечно, не военный. Я не хочу, вот, не люблю всех этих слухов, мы знать не знаем, что там происходит. Мы знаем, что у Сталина тоже был любимый военачальник Клим Ворошилов, который, как и Буденный, которые из себя ничего не представляли как военные специалисты. И, в общем, это всем было известно, но это не значило, что Сталин их, он их продолжал сохранять в обойме, потому что, ну, вот они такие были привычные советским людям военные вожди, да. Поэтому очень может быть, что Шойгу просто сейчас продемонстрирует свою полную неспособность сейчас, минуточку, к управлению армией, и поэтому его
немножко отодвинули в сторону. То есть как человек со множеством медалек, такой зычным голосом, умеющий рапортовать на параде, он, может быть, Путину еще и пригодится. Но как военный вождь он, очевидно, не сгодился, а может быть, он и сам пришел к Путину и сказал: слушайте, а что вы, собственно, от меня хотите? Я же не военный, да, как в том анекдоте. Я же не сварщик, просто маску надел, да. Вы же мне сказали быть военным министром. Вот я военный министр. А насчет того, что я должен там в 3 дня захватить Киев, я не знаю, как это делается. Я, извините, только на гитаре играть умею, вообще инженер по образованию, да. Тут, возможно, понадобились какие-то другие специалисты. И вот Путин назначил нам этого самого генерала Дворникова, который сейчас должен или, в общем, явить какие-то чудеса кровавого героизма и разгромить украинскую армию на Донбассе и принести Путину долгожданную военную победу необходимую. Или я не знаю, что с этим Дворниковым будет, потому что это, конечно, довольно печальная судьба. Опять же, сошлемся на излюбленный пример про Германию. Когда Гитлер Паулюса отправил в Сталинград, он тоже на него возлагал очень большие надежды, что он был профессиональный военный, с очень хорошей репутацией. Он думал, что там можно как-то вырулить с помощью талантов господина Паулюса. Окончилось пленением, да, и было бы прикольно посмотреть, да, на Дворникова или на Шойгу в этой ситуации. А вот скажи, пожалуйста, раз уж мы так аккуратно подвигаемся к теме войны и Украины, есть какая-то паника, как ты думаешь, в высших кругах? Они действительно ощущают, что все пошло не так, или они убедили Путина, что да так, наверное, и должно быть, мы так и планировали, или действительно они там все получают сейчас по полной, как Шойгу, как и все остальные. Шойгу, да, мы не видим его довольно долго, когда мы видели его буквально недавно, он был уже даже не в военном, он был в пиджаке и в рубашке, то есть там его чуть ли не, как сказать, выгнали из военных. Может быть. Я не удивлюсь, если он сам, вот как я уже то, что говорил, думаю, что он мог Сам сам себя Путину снял. сказать: слушайте, а я-то в чем виноват? То есть, это тебя бы, допустим, Я не по назначили этой руководить части. армией. Да, Да, вот тебя назначили руководить армией, ты, допустим, позировал в мундире, там, задорно шутил я на могу. военные темы, когда Да. ты сказал: слушайте, ребята, это же я не виноват, я не умею, зачем вы меня назначили командующим армией? Я черта не умею, пожалуйста, можно я дальше буду вести передачи и шутить, а не командовать армией? Учитывая, что Шойгу все-таки довольно заслуженный человек и давно знает, от него вполне такого, кстати, можно ждать, что он мог сказать: слушайте, я готов на себя ответственность, но извините, а я-то в чем виноват вообще, да? Я думаю, что действительно какие-то там подвижки идут, и понятно, что они не могут признаться в том, что это не по плану громко, потому что это слишком какое-то печальное признание, Путин же всегда прав. Но в целом очевидно, что не было такого плана, что 47 дней, значит, вот болтаться там довольно небольших территориальных приобретениях. Потому что Путин это, конечно, человек, мыслящий очень архаичными категориями, то есть категориями там 18-19 века и ранее, когда победа в войне – это контроль над территорией. Обратите внимание, люди ему вообще абсолютно не интересны. Да? То есть вот ему, допустим, явно не интересно, кто будет жить в Мариуполе и что с ним вообще будет. Ему интересно, чтобы вот Мариуполь, как географическая точка, был под контролем России, к примеру. И, ну, это такой 18 век, да, то есть вот мы прирастаем территориально. Поэтому для него победа – это, конечно, территориальные приобретения. В этом смысле я очень пессимистично смотрю на вот эти вот разговоры о военном поражении Путина, потому что, чтобы он военно поразился, это надо, чтобы украинцы сузили, как минимум сузили зону контроля России в Украине, а как максимум ее там ликвидировали. Но, как нам недавно сказал, в общем-то, президент Украины Зеленский, никакого освободительного похода в Крым, Донбасс даже и не планируется, потому что, по оценкам Зеленского, это будет стоить Украине в 50 тысяч погибших минимум. Я думаю, это еще довольно скромная оценка. Возможно. И, в общем, он говорит, что мы не готовы к таким жертвам, и его можно понять, он прав. Поэтому, к сожалению, говорить о каком-то скором военном поражении Путина не приходится. Но и печально то, что вот достичь своих вот этих военных целей он, судя по всему, готов, невзирая ни на какие жертвы. И назначение вот этого сирийского генерала, оно, конечно, пугающе, потому что то, что там творили в Сирии, когда просто целые города уничтожались, и то, что там случилось с Мариуполем, до этого уже случилось с Алеппо и с другими городами, то это довольно печальная история, потому что если они такими же методами будут действовать в Украине, то нас ждут еще масса трагедий, на фоне которых померкнет и Буча, и все, что мы видали до сих пор. Жуткий прогноз, но при этом ты не думаешь уже, да, что они пойдут на Киев. То есть, судя по тому, что ты сказал, думаю, что они ограничатся востоком Украины, удержанием каких-то тех позиций, которые есть, укреплением там вокруг Крыма, но не дальше, не вся Украина, не знаю, ни Львов, ни Кривой Рог. И это Ой, может ну быть всю подать Украину Путину они как точно... успех. Нет, ну подожди, всю Украину они явно уже захватывать не хотят. Да.
не хотят захватывать всю Украину. Они, думаю, сейчас расчет у них такой. Это Донецкая, Луганская область, да. Плюс, судя по тому, что вот я буквально перед началом эфира написал в телеграм-канале, почитал новость о том, что в Херсоне сносят украинский мемориал. И, кстати, где-то они тут поднимали недавно российский флаг, то ли над Мелитополем, то ли где-то еще. То есть отброшена мифология, что это типа мы сейчас тут порядок наведем и уйдем, понимаешь? Мгм. Они как бы намекают, что никакой Украины в Херсоне больше не будет. А будет или Россия, или какая-нибудь там Херсонская Народная Республика, да? То есть очевидно, что те территории, которые Россия сейчас захватит, она их отдавать не собирается Украине. То есть любое перемирие – это утрата этих территорий. И понятно примерно, чего Путин хочет. Донецкая, Луганская, повторюсь, область и, очевидно, сухопутный коридор до Крыма. Ну, то есть, чтобы Крым был соединен с Россией не только Крымским мостом, да, но вот там еще можно было и по суху дойти, что называется, плюс Крымский тот самый канал, который питает Крым водой. Очевидно, вот такая у них концепция, чтобы, значит, Азовское море было внутренним морем России. И к этому они, в общем, и двигаются. Поэтому удастся ли украинской армии, так сказать, не дать этого сделать, это вот вопрос. То есть мне кажется, что проблема 9 мая, она в том и заключается, или Путин 9 мая отпразднует, значит, вот такую вот военную победу, что, значит, заняты полностью, или там, не знаю, в основном заняты Донецкая и Луганская области Украины, там Херсонская область сохранен контроль, ну, естественно, Крым. Ну и вот он скажет, да, великая победа. Украинская армия разгромлена. Если к тому времени Украина пойдет на переговоры и там подпишется под нейтральным статусом, под чем-то еще, ну, в общем, Путину будет что попраздновать. Если же Украине удастся отбиться от этой вот надвигающейся какой-то мощной атаки, и сделать так, чтобы 9 мая хотя бы никакой триумфальной победы не было, этим они, конечно, поставят Путина в довольно дурацкое положение. Поэтому надо ждать, конечно, кровавой развязки в ближайшие недели. Но, опять же, это еще и неплохо, потому что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. А вот как раз перспектива ужаса без конца меня, например, в последнее время крайне пугает. Ты прям всерьез, да, думаешь, что для Путина вот 9, ну, понятно, что для него это суперсакральная дата важнее, чем его день рождения и там дни рождения его дочерей, но он именно к 9 мая, вот ему нужен какой-то там успех, какое-то там, какое-то достижение, и вот именно 9 мая что-то он должен чего-то добиться, что можно показывать, то, чего там, не знаю, поставить себе на Ну, полочку. конечно, то есть это как? Ну, вот это, собственно, как в советское время, то есть вот были там советские праздники, и к ним пытались что-то сделать. Очевидно, Мгм. что если 7 мая, 9 мая ситуация на фронтах будет примерно как сейчас, то это как бы странно, да? Ну, тогда они, очевидно, организуют уход войск с парада на фронт. Как, М. типа, они же ничего нового не придумают, они совершенно тупо, ну, правда, вывернув наизнанку, воспроизводят вот какие-то сценки из советского учебника истории, да. Я тут читал одного умного человека, который даже военные операции, которые они в Украине проводят, находит им прямые аналогии там времен Второй мировой войны, например. То есть ощущение, что они просто заигрались в реконструкторов и чуть ли не ошибки те же самые повторяют. Поэтому и очевидно, что к 9 мая Путин чего-то хочет. Или ему нужна победа, чтобы прям парад 9 мая, это уже был парад не в честь той победы, к которой Путин не имеет никакого отношения, хоть много лет к ней примазывается, а в честь его путинской победы, как нам сегодня сказал Лавров над Соединенными Штатами Америки. Да? Сегодня же очень важное признание. Оказывается, это вовсе не борьба, не денацификация Украины и не какая-то демилитаризация Украины, а это, оказывается, борьба с Соединенными Штатами и их доминирование в мире. Вот что происходит. Поэтому, естественно, если к 9 мая удастся достичь какой-то очевидной военной победы, то это будет преподнесено путинскому электорату ядерным, тем людям, которые сейчас верят всей пропаганде, как величайший военный успех, который, ну, в общем, трудно будет довольно опровергнуть, и еще и он позволит, ну, довольно какое-то время жить в условиях довольно плохой экономической ситуации, потому что какое-то время люди будут чувствовать,
что ну мы же победили, все же не зря, как мы американцам-то нападали в Украине, ужас, значит, только пыль столбом стояла. Поэтому, конечно, типа надо потерпеть. А потом они смирятся, успокоятся. Ну, а как мы знаем, лягушку надо варить, так сказать, постепенно повышая градус, то есть чем Путин и занимается. К тому времени, когда люди, может быть, до них дойдет, что лучше не станет, а будет только хуже, они уже не смогут ничего сделать, потому что в стране будет такая атмосферочка, что не до жиру, не до возмущения. Да, скажи, вот нас сейчас смотрит 10 829 человек, и за эти полчаса эфира, которые прошли, мы несколько раз упомянули Германию, точнее, ты несколько раз, столько раз упомянул Германию, что я вот в таком виде задам тебе вопрос, почему вы, Германия, не поддерживаете Украину в той степени, от которые ждут украинцы поддержки от этой самой Германии, и способно ли что-то измениться в этом направлении? Я не могу говорить от имени Германии, надо позвать какого-нибудь германца, Извини, это а не ирония, да. германофила, А да? не Германия, Э, да. Я думаю, что, конечно, у Германии очень сильный был комплекс по поводу вообще участия в войнах. Они после известных событий старались всеми силами быть очень миролюбивой страной и стараться никакие конфликты кровавые не лезть, и оружие никуда не продавать. У них был очень сильный пиетет перед Россией. На самом деле, это Германия, на самом деле, очень русофильская страна, и элита у нее довольно русофильская в том смысле, что они привыкли как бы, ну, в общем, быть к России расположенными, и даже вот эта вся газовая политика, она ведь по сути была такой, знаешь, игрой в поддавки, то есть они как бы Мгм. говорили, видите, не держим на вас зла, мы от вашего газа зависим, то есть, ну, такая, знаешь, созависимость как бы, да, Да. то есть они как рациональные люди полагали, что ну какой же дурак будет вот это все ломать, такую прекрасно работающую схему, мы у вас покупаем газ, мы с вами дружим, бизнес, торговлечка, всем хорошо, все довольны. А теперь, когда Путин все это сломал, в общем-то, и настроения изменились, конечно, меняется и Германия. Но самое главное, что это то, что они приписали, то, чего не говорил, конечно, Шольц, но морально это примерно так и выглядит, что вот это вот безобразное поведение Путина и его агрессия против Украины, она впервые после там вот 45 года переносит, делает главным плохишом Европы вовсе не Германию. Потому что после того, ну там была Югославия в какой-то момент плохишом Европы, но Мгм. Югославия это все-таки такая, знаете, Югославия, да? Из нее, тем более, что там поболело и отболело. А вот то, что Россия превратилась в агрессора, который там прям вот масштабно напал на страну, беженцы по Европе, ужас, кошмар. Вот это, конечно, в Германии изменило настроение, и теперь, в общем, немцы могут наконец-то перестать себя чувствовать вечно виноватыми и начать, в общем, торговать оружием и быть более активными во всех вещах. Но им это очень тяжело дается, я их понимаю. Кроме того, там велась большая разъяснительная работа путинской пропаганды, и, например, вот этот самый Азов, который, значит, постоянно звучит в путинской пропаганде. Ведь надо понимать, как на все это смотрят из Германии. Понимаешь, если по ушам немецкой элиты постоянно ездить, что в Украине существует националистическое вот это вот вооруженное формирование в рамках силовых структур, А это не они ведутся проходит тоже, даром. да? Мы думаем, что это русские, ну, россияне ведутся на такую пропаганду, а немцы тоже Ну, на ведутся, это что вот очень там многие ведутся, я тебе скажу, украинцы. что на Мгм. это и повелись очень многие. То есть левые люди, силы в Европе, вообще, учитывая там в Германии мощную вот их антипатию к любому вообще неонацизму и любому вот этому. То есть понятно, что вот эти вот все истории про Шухевича, про Бандеру, про СС Галичина и прочее, они, конечно, там ну, падали в определенных кругах на вполне вспаханную почву, потому что у них там, обжегшись, так сказать, на молоке на своем, они там на чужую воду подуть очень большие специалисты. И их можно, я думаю, в этом смысле понять. Поэтому, конечно, сейчас, когда уже весь мир побежал, то тут, конечно, и немцы побежали тоже, и будут они, и уже сегодня сказали, что и оружие тяжело будут продавать и так далее, и так далее. Но чтобы это все произошло, Путин должен был вот прям устроить резню в Буче, и напасть первым и там повести себя максимально плохим способом, чтобы можно было сказать, ну, слушайте, мы уже не можем дальше делать вид, что давайте там быстро, срочно помиритесь, там не надо драться, ребята, потому что в общем, очевидно, кто тут главный плохиш, кто на кого напал и кто вообще военный преступник, да. Поэтому, ну, к сожалению, большую кровь пришлось, большую цену пришлось заплатить, причем украинцам, чтобы это случилось. Но это случилось теперь, как я понимаю.
А скажи, пожалуйста, вообще, конечно, если долго там вдаваться в подробности, когда все пошло не так, то мы дадим там 2013 год, когда Украина пыталась повернуться к Европе, а Европа как-то ее то ли приняла, то ли не приняла. Вот этот Евромайдан, который случился, ну и дальше по накатанной. Скажи, пожалуйста, вообще, в принципе, Европа заинтересована в какой-то там дружбе с Украиной? Да, они там будут там помогать, гуманитарку какую-то давать, но им вообще Украина нужна или это там какой-то, не знаю, извините, украинцы, я не имею вас в виду под этим словом, но нахлебники, может, они их такими считают, и поэтому там особенно не помогают? Ну, я думаю, что, конечно, есть в Европе какие-то ксенофобы, которые могут считать нахлебниками и болгаров, и румын, и Угу. поляков. Даже там были в той же Франции какие-то истории про польских сантехников, которые все заполонили. Но если смотреть на ситуацию объективно, то в Европе катастрофически не хватает рабочих рук. То есть вот все эти сказки, которые регулярно в России рассказывают про то, что Европа захлебывается толпой беженцев, это как бы начало истории. Конец истории в том, что в Европе катастрофически не хватает рабочих рук, причем рабочих рук, вот именно которые будут заниматься какой-то физической работой. То есть в Европе полно там инженеров каких-то, но опять же инженеров, которые высокооплачиваемо что-то придумывают, а вот синих воротничков уже начинаются проблемы. И тем более большие проблемы с теми, кто руками будет, там, курьером работать, доставщиком, логистом и так далее, дальнобойщиком, санитаркой, уборщиком. То есть, в принципе, это постоянно нужно. То есть, в одной Германии, как мне говорили, там 70 тысяч рабочих рук не хватает, пар рабочих рук не хватает ежегодно, их тут где-то надо брать. То есть понятно, что они их брали вот из этой миграции, и вот этот весь сирийский кризис с беженцами. В общем, я так понимаю, что это все полностью переварено Европой, потому что я вот был не так давно и в Берлине, и в Австрии, и не могу сказать, что там прям очень много на улицах ходит толпами, слоняется бездельничающих граждан. Я даже в Берлине жил в таком достаточно мультикульти районе, как у них называют, ну, такой район, где живет очень много мигрантов. Это вообще довольно чисто и прилично, и все видно, что люди все приехали и все работают. Ну, во всяком случае, иначе там не проживешь, там тоже, знаете ли, даром никого не содержат. То есть эта волна уже полностью переварена экономикой, хотя, конечно, кто-то там вписался. И я думаю, что Европа вполне способна принять в состав Евросоюза Украину. Во-первых, восстановление украинской экономики и хозяйства – это хорошее будет двигатель для европейской экономики, потому что на самом деле это очень выгодно что-нибудь восстанавливать, да, это там куча подрядов и прочее, прочее. А с другой стороны, это если украинцы получат право жить и работать в Европе как граждане Евросоюза, они действительно на много лет вперед закроют, очевидно, все потребности Евросоюза в трудовой силе. Потому что украинцы все-таки, ну, без всякого, так сказать, расизма, гораздо более квалифицированы, наверное, и более образованы, чем те люди, кто приезжает в Европу из вот, стран Центральной Африки, которые по морю плывут. Это очень несчастные, бедные люди, которые зачастую не имеют вообще никакого образования, потому что они приезжают из совсем уже бедных, несчастных стран. Украина все-таки страна с достаточно развитой городской культурой, это люди с образованием, это люди с понятным, в общем, привычным европейцам образом жизни, они привыкли жить в городах. То есть в этом смысле украинцы Европе очень сильно пригодятся, и вот эти все насмешки на тему, да зачем они нужны, да нужны. Вот на удивление, сейчас как раз Европе бы не помешала вот такая большая полнолюдная страна, которая не ослабит Европу, а наоборот усилит ее в нынешней ситуации. Поэтому если с этой точки зрения смотреть, я как раз таки вижу, что принятие Украины в Евросоюз это очень выгодно и для Украины, и для Европы. То есть Украина отправит работать в Европу всех тех, кому нечем заняться в Украине, тем более, что сейчас уничтожены еще масса предприятий, то есть понятно, что многие из них никогда уже не будут восстановлены, и эти люди поедут в Европу, а те, кто останется в Украине, они найдут себе место вот в этой европейской экономике, потому что кто-то должен выращивать на богатых украинских черноземах продукты, которые будут востребованы, человечество растет потихонечку, надо всех кормить. Так что я думаю, что как раз с Украиной-то все будет хорошо во всех смыслах. Как бы это не корёжило этой мысли многих наших с тобой сограждан. Мы, Дань, как ни странно, много раз сегодня упоминаем Германию, и вот сейчас тоже ты говорил, а вот Германия, опять же, памятна не только войной, но и случившимся, Великой Отечественной, но и случившимся после нее Нюрнбергом, когда судили там каких-то военных преступников. Я понимаю, что это довольно фантастический вопрос, конечно, речи об этом быть не может, но есть ли какой-то... может быть какой-то орган, который может судить Россию за те преступления, которые происходят в Украине, и возможно ли его создать, и возможно ли, ну, там, в России какой-то после Путина, в России после войны, может ли кто-то судить Россию, или такое даже представить невозможно?
Ну, во-первых, это, конечно, Нюрнберг — это очень большой миф на самом деле, в том А что, смысле, его не было? что как его, ну, он был, Мгм. просто как его воспринимает обывательское сознание, он мифологизирован. Мгм. Во-первых, чтобы состоялся Нюрнбергский процесс, Германия должна была полностью с треском проиграть войну до капитуляции. То есть не просто она сдалась там на каких-то условиях, как, допустим, она подписала безоговорочную капитуляцию, была оккупирована, лишена германское государство было ликвидировано, юридически его не существовало. И Германия была разделена на зону оккупации, и вот эти вот союзники, которые разделили Германию на зону оккупации, провели суд над бывшими главарями вот этого гитлеровского государства нацистского и их судили. То есть это не сама Германия, не новое германское правительство судило старое германское правительство. И не немецкий народ восстал и сверг и судил, а оккупанты, ну, назовем вещи своими именами, Ну, это люди, которые оккупировали Германию, то есть правильно сделали, что оккупировали, они победили нацистский режим, но это не немцы. Немцам там не доверили ничего. То есть их судили за прежде всего, кстати говоря, за военные преступления их судили, там за то, что они устроили войну. А потом, значит, были еще несколько процессов по убывающей, а потом, когда вот правосудие передали, собственно говоря, немцам и австрийцам, на этом все и заглохло. Потому что после даже 12 гитлеровских лет было довольно сложно найти людей, которые не были бы по уши в этом деле измазаны. А мгм. что там будет после 20 путинских с лишним, я страшно подумать. Да? Поэтому первое, что мешает рассуждать о Нюрнберге применительно там, к Путину и его друзьям, это то, что не очень понятно, как может случиться ситуация, когда Россия вот до такой степени докатится. Да? Что Россия гораздо больше Германии. И сама идея, даже мы говорим, что Украину невозможно оккупировать, она очень большая. Россия не может это себе позволить. А про Россию-то и говорить подавно. Во-вторых, пока к этому нет никаких вот, возможностей. А в-третьих, соответственно, единственное, что какой есть другой пример, конечно, Сербии, которая свергла Милошевича и отдала в Гаагу своих там каких-то вот этих вот обвиняемых. Это возможный вариант, но это именно вот такой вариант международного суда с согласия там России, что в России новая власть, которая говорит, да, мы согласны, что старая власть накосячила, давайте-ка мы отправим вам в Гаагу вот этих вот по списочку людей, и вы их там будете судить. Но тут масса проблем, потому что, я так понимаю, по российскому закону граждан-то никуда выдавать-то и нельзя. Очевидно, Россия должна сама их судить. Короче говоря, все не так просто. Вот я к чему все это рассказываю, что вот Да. эта вот упрощенная мифология «мы вам устроим Нюрнберг и Гаагу», она невозможна без военного поражения и даже разгрома путинского режима и без его политического исчезновения. Сам себя Мгм. он, конечно, не осудит, в Гаагу не отправится. Ну да. Ну и тем более, как важные фантазии о самоубийстве фюрера в бункере, они, как я снова и снова повторяю, тем более смехотворны, потому что Гитлер самоубился, когда действительно уже в 50-100 метрах от его бункера находилась Красная Армия. И он, в общем, когда понял, что у него нет ни одного шанса не выбраться из Берлина, не быть спасенным, и, в общем, его ждет только плен и суд, тогда он покончил с собой, не раньше. То есть он не покончил с собой от того, что там под Москвой его разгром, он не покончил с собой после Сталинграда, он не покончил с собой после того, как первые там части союзников перешли границу Рейха, пошли бомбы. Нет, он покончил с собой, когда уже вот конкретно до его ареста Красной Армии оставалось буквально там, я не знаю, несколько часов, очевидно. Понял Ну, тебя. может быть, Я суток. хотел на последние минуты эфира оставить нам с тобой разговор про Францию, но вот у нас остается последние 3 минуты. Я думал, долго. Наверное, успею только один вопрос тебе задать. Вчера прошел первый тур выборов, довольно, да, предсказуемо он прошел. То есть Макрон на первом месте, Ле Пен на втором месте. Они уходят оба во второй тур. И там, скорее всего, ну, не буду давать прямой прогноз, а то потом я Нет, победит, конечно, Макрон. ну, да, победит Макрон, ну, вот Федор сказал, а я не буду делать ставки. После того, что случилось в Украине, я больше прогнозы политические не даю. Я о чем хотел тебя спросить. Мне казалось, что Макрон разорвет ее как тряпку, потому что он просто будет показывать ее фотографии везде, что Ле Пен с Путиным, Путин главный агрессор Европы, наследник Гитлера, и после этого все будут против Ле Пен, и все проголосуют там за Макрона 99,9. Почему это все не работает? Ну, казалось бы, хуже Путина нет. Казалось бы, у Это Ле Пен очень есть фотографии с Путиным. Почему так? Для А у 3 нее же... минут очень долгий ответ. Я тебе скажу, что из Франции все не так однозначно выглядит, и он все-таки Мгм. выбирался не в президент Украины, где Путин дьявол, а в президент Франции, где совсем другое отношение немножко к Путину. Кроме Сейчас. того, кроме Макрона, там очень много правых кандидатов. Там был еще Зимур, который гораздо еще более пропутинский, чем Мгм. Ле Пенша.
там были еще какие-то правые, там был очень неудачный левый, Пекарес довольно успешный правый кандидат, там были несколько левых кандидатов, то есть там, если посмотреть, сколько получил каждый, даже включая лидера, никто не набрал больше, по-моему, 30%. То есть там очень сильное дробление традиционного электората, и, по сути, Франция всегда живет в режиме умного голосования. Значительная часть французов всю свою жизнь голосует не за того, кто им нравится, а против того, кто им прям совсем не нравится. Поэтому очевидно, что после того, как Меланшон, левый кандидат, призвал не голосовать за Ле Пен, и Макрона поддержали другие кандидаты, очевидно, во втором туре Ле Пен получит свои там 30, может быть, 5% голосов, может быть, 40%, но значительно больше получит Макрон и станет президентом Французской Республики, дай бог ему здоровья, и будет дальше названивать Путину и пытаться, очевидно, что-то ему втолковать. Спасибо большое, Федор, спасибо, что был в нашем эфире, спасибо за твои прогнозы, будем следить, как они сбудутся. До следующих эфиров. Да. Друзья, был с нами политический аналитик и публицист Федор Крашенинников. Федор не любит, когда его называют политологом, поэтому каждый раз подглядываю, как назвать его, чтобы не ошибиться. Очень интересно было говорить с ним. Наверняка он будет появляться в наших эфирах еще. И для того, чтобы мы поняли, что вам нравится то, как Федор рассказывает, то, как Федор прогнозирует, то, как Федор анализирует, пожалуйста, ставьте лайки нашему эфиру, распространяйте ссылку на этот эфир и смотрите нас еще и еще. С вами эти 45 минут в программе «Честное слово» был Дмитрий Низовцев. Будем надеяться, что тоже не в последний раз. Опять же, от ваших лайков и просмотров будет зависеть. Спасибо вам, что смотрели. Спасибо вам, что оставляли комментарии. До следующих встреч. Пока. Пока.